Камила Валиева крушит всех. Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира игр. Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на командном турнире Олимпиады в Пекине. Чемпионка России и Европы Камила Валиева выиграла короткую программу на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Этот результат позволил российской команде выйти в лидеры после половины соревнований. После того, как официально объявили заявку сборных на женскую короткую программу командного турнира, в кулуарах принялись пристально исследовать список немногочисленных ее участниц. С Валиевой все понятно. Рекордсменка мира по набранным баллам в короткой и произвольной программах, главная фаворитка Олимпиады. Она явно сильнее Карен Чен, которую заявили американцы. Но российская сборная после первого дня соревнований отставала от сборной США на 2 очка. И поэтому хорошо бы было получить какую-нибудь помощь от других команд, чтобы между Валиевой и Чен кто-то вклинился. Чем больше бы фигуристок вклинилось, тем лучше. Первым реальным кандидатом на помощь виделась 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шабатова, которая в 2019 году сменила спортивное гражданство. До этого она представляла Россию. У нее по понятным причинам вряд ли бы получилось исполнить наказ спортивного руководства страны разговаривать исключительно на украинском, пальцев одной руки наверняка хватит, чтобы посчитать количество раз, которое Шабатова была в Киеве. Однако помощи не вышло, Шабатова предпочла не исполнять самый сложный элемент из своего арсенала – аксель в 3,5 оборота, решив не рисковать, один оборот сбросить и сделать ставку на чистоту исполнения. Это у нее получилось, но и оценки оказались не впечатляющими. Зато впечатлила она журналистов в смешанной зоне, заявив, что, оказывается, родилась на Украине. Хотя по всем протоколам, в том числе официальным, на сайте Международного союза конькобежцев, в Москве. Украинский, ее родной язык, и тренируется она теперь в Киеве. Сколько нового можно узнать из личного общения. Валиева безупречна, но интрига еще жива. Следующей среди тех, кто мог бы оказать помощь по-соседски, на лед вышла еще одна Анастасия Губанова. Точно такая же россиянка, только не из Москвы, а из Санкт-Петербурга. Но выступающая за грузинский флаг. Хорошо хоть не утверждающая, что грузинский – ее родной язык. Настя честно признается, что в Грузии не была вообще ни разу. Как говорится, чего стесняться, для фигурного катания все это нормальное явление, здесь сильные державы спокойно раздают другим федерациям спортсменов, которые не проходят в основной состав их сборных. Губанова, как и Шабатова, тоже сделала все, что умеет, без ошибок. Но ее оценки оказались чуть ниже, чем могли бы быть. Канадке Мадлен Скизас, которая еще на российском этапе Гран-при влюбила в себя проникновенным исполнением короткой программы под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», а здесь еще добавила, тоже поставили меньше 70 баллов. Мелькнула мысль. Видимо, в судейской бригаде не очень хотят, чтобы в спор главных претендентов на золото командного турнира вмешивались те, кто скорее исполняет роль массовки или в лучшем случае борется за бронзу. Впрочем, мысль эта испарилась после того, как хорошо за 70 баллов получила японка Вакаба Хигути. А затем оказалось, что и помогать никому нам не надо было, Карен Чен упала с тройного Ридбергера. Все-таки не просто осознавать, что как бы ты ни откатал, следом выйдет 15-летняя гениальная фигуристка и сокрушит и тебя, и всех остальных. Да и те 65 с небольшим баллов, что Чен поставили судьи, позволив ей остаться в пятерке, можно считать подарком. А завершила выступление в короткой программе девушек Валиева. Так как от нее и ждали, уверенно, ярко, технически безупречно. С мощнейшим тройным акселем и всеми остальными полагавшимися по плану элементами. Арбитры могли бы расщедриться и на рекордные оценки, но пока хоть и за 90, но чуть не хватило до ее же мирового рекорда. Ничего, все впереди, пока главное, что впереди после половины командного турнира сборная России. Но интрига еще жива, американцы отстают на 2 балла. А лед, как любят говорить фигуристы, скользкий.
Счастье по имени Камила Валиева. Как мир полюбил Валиеву на Олимпиаде 2022 в Пекине. Прокат короткой программы, который уже стал легендой. В трансляции олимпийского фигурного катания есть такая традиция: элементы на экране показывают в виде биатлонных мишеней, которые закрываются по мере исполнения. 7 элементов, 7 мишеней, 7 выстрелов. В день короткой программы женщин в командных соревнованиях все 7 выстрелов Камилы Валиевой попали нам в самое сердце. Только в отличие от биатлона, эта винтовка заряжена не патронами, а красотой. Поэтому мы не погибли, а познали настоящее совершенство и абсолютное счастье. Вообще это все было слишком идеально, чтобы быть правдой, но все-таки это правда, и потому в нее верится еще меньше. 15-летняя фигуристка, выходящая на свою первую в жизни Олимпиаду в довольно непростой турнирной ситуации, не имела права ошибиться. Ей предназначалось оглушительно победить, чтобы вывести свою команду вперед, и она сделала это в каждом своем движении от первой до последней секунды на льду. У нас было множество возможностей влюбиться в эту чудо-девочку с пластикой молодой лани, нежностью лепестков дикой розы и характером 300 спартанцев. Камила Валиева в свои 15 уже чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, чемпионка России, обладательница всех мировых рекордов. И это при условии, что год из карьеры у нее забрал вирус. Без этих проблем титулов и медалей было бы еще больше. Когда говоришь про Валиеву, как-то даже не очень хочется вдаваться в технические подробности ее прыжкового набора, хотя и он впечатляет своей сложностью. У Камилы баланс во всем, и есть и тройной аксель, и четверные тулуп из сальхов, и скольжение, и растяжка, и способность притягивать взгляды, очаровывать, восхищать и влюблять навсегда. После проката в смешанной зоне журналисты из разных стран задавали ей вопросы про тренера, волнение, поддержку старших друзей по сборной и что там еще обычно спрашивают у великих юных фигуристок. Камила отчаянно партизанила, почти все личное оставила для себя, поделившись только впечатлениями от атмосферы игр и комплиментами в адрес команды России. Но чаще всего в ее речи звучали слова «я счастлива». Ох, Камила! Это тот редкий момент, когда миллионы людей в мире могут сказать то же самое. Мы счастливы, что видели это. Камила Валиева набрала за короткую программу 90,19 балла и принесла сборной России максимально возможные 10 очков. По итогам первой половины соревнований наша команда идет на первом месте, на втором сборная США, 45 против 42 по очкам. Впереди произвольные программы женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.